Новым роком та Різдвом Христовым, панове! Сегодня наше видео будет построено следующим образом. Сначала я покажу, как устроена система оттайки на моем воздушном тепловом насосе. А потом во второй части я покажу процесс оттайки, и на фоне этого процесса в реальном времени я расскажу все, что я думаю про то, что получилось. В общем, наслаждайтесь просмотром. Как устроена система оттайки? Патрубок выхода из компрессора. Из него сделан отвод, трубка 6 миллиметров. Вот она идет и попадает в патрубок, который находится после ЭРВ. То есть таким образом мы шунтируем конденсатор вместе с ЭРВ и с вот этой остальной требухой. Наша задача, когда система замерзла, обнаружить этот факт и включить электромагнитный клапан. Вернее, сначала закрыть ЭРВ полностью, а потом включить электромагнитный клапан. Сейчас... Слышно, что выключились вентиляторы испарителя. Компрессор продолжает работать. После выключения вентиляторов проходит около 10 секунд и включается шунтирующий клапан, так называемый клапан оттайки. Сейчас в конденсаторе скопилось некоторое количество жидкого фреона. Он в работе системы оттайки не присутствует. То есть вот в правой части, там где вот эта зона там за компрессором, то есть получается на схеме не показан вот этот шунтирующий контур с клапаном. То есть в конденсаторе скопилось некоторое количество жидкого фреона, и он там остался. Весь остальной фреон гоняется по этому малому контуру. Компрессор, видите, его нагревает до 63 градусов. И потом, пока он доходит до входа в испаритель, вот видите, 22 градуса. Он там составляет на выходе из испарителя минус 6. И потихоньку эта температура растет. Также вы можете наблюдать, что потихоньку темнеют пластинки испарителя. То есть происходит процесс оттайки. И понятно, что сначала оттаивают те трубочки, которые находятся ближе к входу в испаритель. А потом будут оттаивать те, которые ближе к выходу на испаритель. Недостаток оттайки теплом компрессора заключается в том, что мощность, которая идет на оттайку, она достаточно небольшая. То есть это вот сейчас это 3,2 киловатта. И если вдруг по какой-то причине увеличивается теплоотвод от испарителя, например, дует сильный ветер, то есть может оказаться, что при температуре там минус 2, минус 3 уже невозможно оттаять испаритель, потому что ветер будет все фактически, вот эти 3 киловатта, он будет их выдувать. И никогда наружный блок не оттает. Это недостаток этого метода.
То есть в случае, если мы оттаиваем путем включения теплового насоса на реверс, то у нас вот если брать мой тепловой насос, то это будет уже на испаритель подаваться не 3,5 киловатта или 3 киловатта, а все 12 киловатт, а то и больше, а то и 20. Учитывая то, что в доме теплоноситель будет там 30 градусов, то коп будет там, я не знаю, зашкаливать, может и до 10 доходить. И, естественно, сам процесс оттайки будет достаточно быстрым, то есть в моем случае это занимает порядка 10-20 минут в зависимости от условий, то путем реверсирования это, ну, наверное, минуты 2. Скорее всего, оттайка там может и минуту занимает, но все равно потом нужно будет продуть, высушить испаритель. Ну и вода все-таки должна успеть стечь. Минуты может и не хватить. Трудно мне сказать это. Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно понаблюдать. Но исходя из опыта других людей, с которыми я разговаривал, то они, по крайней мере, утверждают, что за минуту оттаять можно. Я мало верю, ну 2-3 минуты вполне реально. Вот. Видите, мощность потребления компрессора падает. Трудно сказать, с чем это связано. Может быть с тем, что в системе меньше остается газообразного фреона, то есть он все больше фреона скапливается в конденсаторе, потому что на выходе из испарителя, из компрессора, видите, 76 градусов. В любом случае часть фреона конденсируется в конденсаторе. Он-то полностью не отключается. Ну и какая-то часть идет через клапан оттайки. Систему, видите, уже на входе в испаритель 42 градуса, на выходе около нуля. Оттайка будет происходить до плюс 5 на выходе из испарителя. Плюс 5 это экспериментальная температура, которая показала, что вот при данном способе это уже начинает работать. При попытке нагрева до плюс 10 сильно удлиняется цикл разморозки, испаритель уже сухой, а плюс 10 еще не достигли. А если еще и ветер поднимается, то до плюс 10 может догоняться там и час. И то все равно мы этих плюс 10 не достигнем, потому что наблюдается тенденция к уменьшению потребления компрессоров. Я наблюдал цифру и 2,1 киловатта. А что такое 2 киловатта, когда на улице, например, минус 4, еще и ветерок? Это вообще ни о чем. Он никогда не нагреется до плюс 10. Вот это, пожалуй, самый основной недостаток этого метода. И плюс вот эта длительная разморозка, она уменьшает время эффективной работы теплового насоса. Представим, что большая влажность, чуть ли там не 100%, тумана еще нет, но влажность там зашкаливает. Обмерзание происходит иногда даже за 25 минут. То есть 25 минут работы и тепловой насос уходит в режим разморозки. Режим разморозки длится 20 минут в среднем. То есть где-то 10 минут идет сам процесс нагрева, потом продувка, потом еще 7 минут отстоя компрессора, чтобы выровнялось давление. В результате получается, что 50% времени работает тепловой насос, 50% времени он стоит, занимается всякой фигней, ну, в плане оттайкой.
И как бы полезная мощность у вас уменьшается в 2 раза. Ну, там, где оттайка идет реверсом, это не настолько критично. То есть этот эффект уменьшается, но он все равно присутствует. Ведь это тепло, которое вы загнали в дом, а потом используете для оттайки, его же тоже нужно накопить. То есть на это нужно потратить время. Допустим, у вас в реверсе работает тепловой насос 2 минуты. Для того, чтобы это тепло накопить, вам нужно потратить 4 минуты. Все равно время оттайки будет не 2 минуты, а 6, 2 плюс 4. Поэтому вот этим воздушник и плох. То есть лучше, наверное, геотермальник. То есть воздушник прекрасно работает, когда не нужна оттайка. Когда на улице плюс 2, плюс 3, плюс 5, тогда и коп будет 3, 3,5, может даже и 5. То есть сейчас вот у меня в таком режиме, когда около нуля, коп средний получается 2, 2,2, 2,5, это когда уже плюс 2. А когда плюс 5, коп сразу там больше троечки. В общем, сами смотрите. Ну, наверное, эффективность теплового насоса можно увеличить. Ну, за счет того, что будет использоваться теплый пол, и вы будете греть воду не до 47 градусов, как я. Вот, сейчас вы видите, что процесс оттайки скоро закончится. Я специально подвинулся, чтобы вы увидели, после выключения сразу включатся вентиляторы. Вот, сейчас отключится. Вот, отключился, включились вентиляторы. Идет осушка испарителя от остатков влаги. Выключились вентиляторы, процесс оттайки закончился, перешел в режим отопления. Включится через, в данном случае через 7 минут. Ну, такой у меня стоит тайм-аут. В общем, вот так все выглядит. Больше я ничего здесь делать не буду. Буду двигаться в сторону геотермального теплового насоса. Желаю вам всем удачи, пользуйтесь моим опытом, не делайте моих ошибок. Всем пока, до встречи, господа, на просторах интернета. Бай-бай. Пользуясь случаем и сайтом народного теплового насоса, ссылка будет в описании, хотелось бы обратить ваше внимание. Вот сегодня выдался случай. Ночью, вечером еще было около нуля, ночью температура упала до минус 12. И мы получили вот с 12 часов
вот такой выход. Потреблено почти 19 киловатт-часов, а выработано 28. Это общий КОП меньше 2. Ну, понятно, что сюда входит еще и энергия, которая пошла на оттайку. Но очень-очень грустно. Теперь, то, что касается, как это все работает. Тут есть статистика детально. Чтобы вы понимали, как выглядит разморозка. Вот этот параметр падает до нуля. Это уровень открытия РВ. То есть по нему можно четко судить, что была оттайка. То есть вот РВ закрылся, шла оттайка, росла температура там фреона на выходе компрессора. Потом оттайка закончилась, и вот отстой. То есть оттайка продолжалась, то есть если она стартанула в 5:16, закончилась 5:33, то есть вроде недолго, но это практически идеальный случай, потому что вообще не было ветра. Вообще. То есть если был бы ветер, этот процесс мог бы растянуться значительно на дольше. И вот если посмотреть КОП, ну, когда более-менее устаканилось, КОП у нас 2,37. При температуре улицы минус 10. А когда температура воды повышается в системе отопления, то КОП 2,0. Ну, минус оттайка. То есть даже если у вас почти не будет оттаек или будет почти идеальный компрессор, там воду нужно будет греть не до 50 градусов, а всего лишь до 32. Вот видите, температура на выходе конденсатора по воде 32,7. Ну, это вот теплый пол все равно не будет работать, если температура будет меньше 30 градусов. То есть вот это будет вот так работать теплые полы. То есть вы получите вот такой КОП фактически 2,0. А если еще будет оттайка, все будет очень грустно. То есть сейчас покажу, как это работает, когда температура выше. Сейчас где-нибудь переместимся. То есть, вот, например, было 27 декабря. Я просто пройду. Ну, здесь была очень высокая влажность, поэтому постоянно шли то работа, то оттайка. То есть вот, кто захочет, тот нажмет на паузу и посмотрит цифры. Ну, там общий КОП был 2, может быть, чуть больше. Так вот сложно показать, если бы можно было выбрать диапазон и посмотреть, какой получился общий КОП. Но такого здесь нельзя сделать. Что тут еще дальше? Ну, здесь вот, видать, был достаточно сухой воздух, поэтому не всегда входило в режим оттайки. А здесь вот, например, влажность была очень высокой. Днем, видать, влажность уменьшилась. В общем, то, что мы видим на промышленных тепловых насосах, воздух-вода или воздух-воздух, там все для пользователя скрыто. И вот эти все нюансы не видны. Насколько он тяжело чувствует, вы поймете только тогда, когда он сдохнет или что-то с ним произойдет, придут мастера и скажут, что а вот тут было что-то не то. Не думаю, что принципиально чем-то отличается промышленный тепловой насос.
воздушник от того, что имею я. То есть там может быть что-то чуть лучше. Чуть лучше. То есть да, там ну, будет картинка чуть лучше. Но не принципиально будет отличаться. То есть те же процессы, которые наблюдаю я, будут наблюдаться и в промышленных тепловых насосах. Ну, в общем, вам решать, хорошо, что плохо, что делать. Как-то так.